Доброе время суток, товарищи! Если вы бывалый зритель этого канала, то знаете, кто я и сколько лет кручусь в этом мутном болоте. А потому могу иметь некоторое мнение о предмете сегодняшнего монолога. Обращу ваше внимание, что у данного ролика имеются временные метки для удобной навигации по интересующим вам темам. Что ж, начнем. Умение делать правильный выбор является маркером зрелости личности. Но зачастую мы его делаем необдуманно, либо вымученно, что является двумя крайностями одной ошибки. Или даже более чем ошибки, результатом закостенелой модели поведения, вложенной в нас программой, как наследственной, так и сформированной в нас нашими родителями и социумом. Давайте в качестве точки опоры возьмем теорию Эрика Берна, согласно которой внутри каждого сосуществуют три субличности – ребенок, родитель и взрослый. И у каждого из них своя роль в управлении нашей жизнью, как, допустим, в мультфильме «Головоломка». Ребенок отвечает за творчество, любознательность, коммуникацию, эмоции. Родитель же – это отражение нашего восприятия собственных родителей. Проще говоря, контролер, который может быть как заботливым, так и критикующим других людей. А вот взрослое «я» чаще всего является наименее развитым. Оно отвечает за анализ происходящего, планирование и принятие решений. Любой перекос в сторону одной из личностей кардинально влияет как на характер человека, так и на его жизнь. Взрослый человек с излишне выраженным детским «я» будет крайне наивным, впечатлительным и ветреным. Такими девушками часто по жизни пользуются непорядочные мужчины. А парни с таким эго становятся жертвами всевозможных афер и плательщиками алиментов. Перекос в сторону родителя – это самый неприятный тип людей. Из них выходят либо гиперзаботливые люди, которые не видят личных границ, например, те же матери, либо, имея негативный детский опыт, они становятся самыми настоящими домашними тиранами и токсичными коллегами по работе, которые всегда знают, как будет лучше, постоянно ворчат и раздают советы, о которых никто не просил. И последний перегиб в сторону взрослого. Это бывает крайне редко, данный тип людей часто становятся профессионалами в своей сфере, но вот в личной жизни далеко не все гладко. Человек, привыкший мыслить рационально, волей-неволей начинает забывать, как быть ребенком, а это значит и утрачивает эмпатические способности. Попросту становится занудой, которому часто говорят «будь проще». К ним чаще приходит профессиональный успех, но реже семейное счастье. Как я люблю говорить, любая крайность – зло. Самая лучшая связка – это когда в человеке развиты все три эго. Но это абсолютно утопический образ человека будущего. А живем мы в более прозорливом мире, где в лучшем случае у человека равно развиты две субличности. И хорошо, если одна из них – это внутренний взрослый. К чему вообще я это все говорил? Да все к тому же, к теме верного выбора. Разве вы доверите важное решение ребенку? Не думаю. А может, деспотичному родителю? Вот мы и пришли к тому, что выбор предоставлять нужно своему взрослому «я» в правильном настроении и настрое. Но о каком же выборе идет речь? Раз уж наш канал посвящен теме игродела, а именно Source Engine, то разгадка на поверхности. А нужно ли вам это все? Нет, я не буду вас от чего-то отговаривать или что-то пропагандировать. Я лишь вспомню историю, реальные примеры из прошлого и оглянусь в настоящее. Вернемся на 15 лет назад. Source Engine был у каждого на слуху. Кто-то тонул в онлайне Team Fortress 2, кто-то ночи проживал в Counter-Strike, а кто-то был просто любителем одиночных игр, таких как Half-Life 2, или кооперативов, вроде Left 4 Dead.
В те далекие времена аудитория Source Engine была несравнимой ни с какими другими игровыми движками. Unreal Engine еще не успел стать открытой платформой для разработки и продажи своих игр. В CryEngine тыкали палкой особого рода извращенцы. А максимум простого школьника было заменить модельку машинки в GTA San Andreas. Но были и другие школьники, считающие себя будущими игроделами. Они скачивали пиратские версии CS 1.6, Half-Life 1 и творили, не зная ничего, не имея никаких уроков, никакого опыта или связей. В те далекие и темные времена в каждой школе собиралась и своя студия разработки очередного великого мода или сборки CS. А уж у кого тянуло Half-Life 2, такого человека уважал весь двор. Тогда КСС еще не воспринималось всерьез в странах СНГ. Все компьютерные клубы были забиты сотнями карт самоучек мапперов. Какие-то становились легендарными, такие как Fivepool Day или IMAP, а какие-то, большинство, остались лишь в памяти сегодняшних стариков. Иногда авторы таковых карт находили друг друга через интернет. В те времена только появились первые социальные сети. Форумы еще дышали в полную грудь. И вот там проводились смотрины. Ты показывал свои достижения серьезному дяде лет 20. Он хвалил тебя или же посылал набираться опыта. Если ты подходил смотрящему, тебя брали в команду и позволяли исправлять чьи-то ошибки в игровом уровне для будущего великого мода, который в 90% случаев загнется уже через полгода, потому что кому-то нужно учиться, кого-то забирают в армию, кто-то женится, а кто-то вовсе пропал. Такова жизнь. На моей памяти я участвовал в разработке до 7 модов, из которых ни один не дошел до релиза. Из 20 заявленных тогда в Рунете до финиша доходило, хорошо если 3-4, из которых в лучшем случае вы можете помнить хотя бы 2. Пока Valve выпускали игры, аудитория оставалась. Каждый год появлялись новые люди, полные сил и энтузиазма. Особенно после выхода Portal 2 и в ожидании CSGO. Но модов в разработке становилось все меньше и меньше и меньше. Единственной отдушиной для одиноких мапперов, помимо Counter-Strike, стал Garry's Mod. Благодаря ему многие люди пошли изучать что-то кроме Wellhammer. 3D-редакторы, скрипты. Кто-то увлекся и ушел заниматься программированием, кто-то 3D-дизайном. Но, как часто бывает в жизни, это лишь ошибка выжившего. Исключение из правил. Из огромного количества людей, которых я знал в дремучие времена, лишь около 5 остались в геймдеве спустя целую жизнь. Карта одного из тех парней была даже замечена Valve. Сегодня он работает в успешной студии разработчики онлайн-игры. Другой, насколько я знаю, отучился и смог уехать на запад в качестве игрового программиста. Еще один сумел выпустить мобильное приложение, сделанное на Unreal Engine. Но большинство, хорошо если просто забыли свое увлечение и прожили эти годы, увлекаясь чем-то более плодотворным для себя. К сожалению, я знаю несколько случаев, когда люди остаются в этом болоте, ничего не завершив до конца, доделывая годами свой мод из 3 карт, портируя модели из одной игры в другую, просто ради хобби. Но на их лицах не видно радости. Это скорее попытка удержать прошлое, страх или бессилие перед настоящим. Вот и вопрос, был ли их выбор верным? Какая субличность давлела над остальными в момент выбора? И ведь все те люди могли потратить время на что-то более практичное, современное, в конце концов просто прибыльное. Неверно сделанный выбор лишает возможностей. Нельзя относиться к своей судьбе как к домашнему заданию, которое откладываешь на завтра. Завтра не наступит. Жить нужно сегодня и знать для чего. Любое творчество схоже. Похожие мотивы движут людьми. Кто-то играет на гитаре просто так, для души. Кто-то, чтобы похвастаться перед близкими. А кто-то мечтает о карьере рок-музыканта, не имея ни связей, ни денег, да и особых способностей.
сколько музыкантов-самоучек создали свои группы и сделали удачную карьеру? Лишь те, кто поставили на это свою судьбу, чьи-то деньги и связи, то есть единицы. Вот здесь я и подхожу к главному. Если ты что-то делаешь, делай это хорошо, либо никак. Не надо зарывать талант в землю. Ищи плодородную почву, используя свое взрослое «я». Иначе тебя ждет фрустрация, рано или поздно. Я убежден, что каждый человек имеет потенциал. Важно его разглядеть и направить в нужное русло. Итак, представим, что мы еще ничего не умеем, но помимо желания имеем холодную голову и можем анализировать. Движку 20 лет, он не поддерживается разработчиками, не имеет официального способа монетизации, а доступные исходники позволяют лишь создать мод для очень старой игры. А если учесть, что у начинающего нулевые познания, значит потолком его возможностей на первое время будет лишь редактор уровней. И все, что он может, это создавать игровой уровень на основе базовых ассетов. А так как каждый хочет самореализации, чтобы как можно больше людей ознакомились с его шедевром, он выберет разработку карты для мультиплеерной игры Garry's Mod или CSGO. Чтобы научиться уверенной работе в редакторе, изучить основы планирования игровых уровней, подчерпнуть где-то вдохновение и найти свой стиль, уйдет около года времени. Представим, что карта выйдет в релиз и даже станет популярной, что можно отнести к большому везению. И что дальше? Браться за следующую карту? Хорошо, еще минус полгода. За это время самодеятель должен будет уже уметь создавать собственные текстуры, возможно даже простейшие скрипты, а может попутно и научиться работе в 3D-редакторе на любительском уровне. И вторая карта будет казаться ему и его друзьям венцом творения. Опять же, не забываем, что мы рассматриваем скорее утопический сценарий трудоголика, а не рядового лентяя. И опять творец встает на перепутье. Что делать дальше? Третью карту. И так до бесконечности, пока учеба, работа, сама жизнь не вырвет своими когтями вас в реальность? А может быть, внедриться в команду разработчиков очередного мода? Это очень рискованный шаг, с учетом того, что разработка мода это в среднем 2-3 года, и в том случае, что проект вообще доживет до своего релиза, после которого еще нет гарантии, что он кому-то будет нужен. Аматор и так уже потратил около 2 лет до этого. И еще несколько лет могут стать последними для его творчества, и они ими станут, если ничего не выстрелит за это время. Такова жизнь. Какие еще могут быть альтернативы? Можно найти онлайн-проект, которому будут требоваться мапперы. Здесь хотя бы есть шанс хоть как-то монетизировать потраченное время и силы, попутно повышая свой скилл за счет постоянных перепланировок уровней как своих, так и чужих под нужды сервера. Правда, здесь тоже есть свои подводные камни. Например, владелец сервера может быть против того, чтобы вы работали на конкурентов в свободное время. Владелец сервера также может быть инфантом, который сам не знает, что хочет получить. Или еще хуже, ему будет казаться, что он все знает, а ваше дело молча слушаться и пахать за 500 рублей. Найти хороший сервер – это тоже большое везение. В хорошем месте всегда есть конкуренция с другими мапперами как минимум. И хитрый владелец может манипулировать этим фактом, занижая цену проекта, аргументируя тем, что ваш коллега готов и за доширак месяц корпеть над уровнем. Еще одним вариантом может быть работа фрилансером. Вам самому придется шариться по форумам, дискордам, группам ВК в поисках заказов. И чем больше вы таких заказов соберете, тем больше шансов найти постоянных клиентов, тех же владельцев РП-серверов. Но главное не превращать себя в штатного трудягу и сразу дать понять, что вы не часть большой семьи. Вы исполнитель со стороны. Тогда и претензий будет меньше, и недопонимания при работе на конкурентов не возникнет. Можно, конечно, и самому стать владельцем игровых серверов, но для этого нужен стартовый капитал, способности к менеджменту и очень много свободного времени. У людей, владеющих более чем 3 серверами, жизнь очень сильно завязана на этом деле. У них нет времени на изучение маппинга.
потому они и вынуждены арендовать трудяг. Так что можно отбросить идею совмещения приятного с полезным. Если вы пришли сюда послушать, сколько денег можно заработать, то мне жаль, нас обоих. Цены, как и сами услуги, могут сильно отличаться от заказа к заказу. Если рассматривать серьезную работу, то ценник может быть от 5 до 15 тысяч рублей. На моей памяти РП-проект однажды потратил на очень халтурно сделанную карту с нуля по тематике аниме около 30 тысяч рублей за полгода правок. На Западе, конечно, проекты подороже, но ты попробуй рвать их. Рассматривать Source как способ заработка я бы не стал всерьез. Как подработка для школьника или студента, куда еще не шло, либо для управления серверами. Там заработок может быть существенным, до 100 тысяч в месяц, за счет подписок игроков и рекламы. Последний аргумент на сегодня. Ваши игровые уровни могут служить наполнением вашего портфолио для поиска потенциальной работы в геймдеве. Это хоть какое-то доказательство того, что вы что-то умеете. Но особо не рассчитывайте на работы в Source. Данный движок работает на устаревших технологиях BSP и лайтмап освещения. Все это на сегодняшний день архаизмы. Поэтому, если вы мечтаете связать свою жизнь с геймдевом, куда практичнее будет посмотреть на такие движки, как Unreal Engine или Unity. А еще лучше изучать программы и направления, которые используются всюду. Это и 3D-редакторы, и языки программирования, C#, Python. Чем шире спектр ваших познаний, тем больше шансов найти специальность. Художников, например, сейчас очень много, а значит и цена их труда ниже, чем когда-то. Светлые времена. А с приходом нейросетей все станет только сложнее. К моему огромному сожалению, большая часть тех, кто сейчас начнет путь в геймдев, либо совсем его бросят, не создав и не заработав ничего, либо будут устроены в студии онлайн-казино, на конвейеры онлайн-гринделок. Возможно, мои мысли кажутся излишне пессимистичными. Рассудит время. Но я не из тех инфо-цыган, которые продают псевдокурсы и обещают трудоустройство в Blizzard или Saber Interactive. Я просто хочу, чтобы человек сразу понимал, куда он собрался и какие перспективы его ждут. Спасибо большое за ваше потраченное время на этот ролик. Надеюсь, я был полезен. Удачи, тамадачи!